В сказочном королевстве принцессы, как пелось в песне, не хотят по расчету и устраивают свой бал, на который не пускают принцев. Принцы же хотят на этот бал проникнуть всеми возможными способами. И это вот такая вот предыстория у игры на карточках. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, у меня на столе сегодня принцессы-бунтарки, и это те самые принцессы, которые не хотят выходить замуж, и организовали свой бал, у них будет 5 различных мероприятий во время этого бала, и они не хотят, чтобы принцы в него проникли. Вы же не хотите, чтобы принцы проникли именно к вашей принцессе, поэтому будете принцев напускать на других принцесс. Это игра на взятки с необычной механикой условий для каждого отдельного раунда и специальными свойствами каждого отдельного игрока. Каждый игрок получит себе принцессу, у нее будет специальная способность, которую он сможет один раз за раунд использовать. Всего мы будем играть 5 раундов, и у каждого раунда также будет свое особое условие. Давайте потихонечку разбираться, как играть в принцессы-бунтарки. Итак, в начале игры собирается колода из карт, зависит от количества игроков, из нее будет убрано некоторое количество карт, в частности, если мы играем, например, вчетвером, 11-12 в ней не будет. А все остальные карты будут участвовать в процессе игры, и карты у нас есть 4 мастей. У нас есть, соответственно, феи желтые, у нас есть питомцы зеленые, у нас есть королевы красные, и есть те самые принцы злосчастные, они синенькие. Плюс у нас будет специальная карточка среди питомцев, это принц-лягушка, заколдованный принц, самый противный. Принцы в этой игре будут давать каждый минус 1 очко, если они попали в вашу взятку и останутся у вас, соответственно, во взятках до конца раунда. А вот принц-лягушка даст целых минус 5, если вам его впихнут. Вообще была забавная ситуация, когда мы играли одну из партий, и все 5 раундов я кому-то впихивал принца-лягушку, это было очень приятно. Итак, карты розданы, вскрывается карта первого мероприятия, и это будет наше специальное правило на весь раунд. Например, вот здесь написано, что после розыгрыша взятки все игроки одновременно передают по одной карте своей у себя из руки другому игроку. То есть вы сможете избавляться от тех карт, которые вам не очень удачные, прямо в ходе раунда. Также оно говорит, что игроки перед раундом отдадут по одной своей карте, в данном случае игроку направо. В целом этих карт достаточно много, этих условий. Они все уникальные, на игру у вас выбирается 4 обычных и одно специальное на последний раунд. Все они могут устраивать определенную долю хаоса в вашей игре, и под них нужно будет подстраиваться, в том числе, когда вы будете решать, какие карты вы перед игрой передадите своим оппонентам. Иногда нужно будет сливать какую-то масть, иногда, наоборот, все масти оставлять, иногда оставлять большие карты, иногда оставлять маленькие карты, потому что в последнем раунде, например, может быть полезно какую-то масть брать. Игрок, который сидел слева от того, кто раздавал карты, ходит первым, и здесь есть специальные правила по заходу. Если вы не знакомы с играми на взятки, то играются они следующим образом. Один из игроков разыгрывает у себя карту с руки, и это становится карта ведущей мастью. В данном случае красная. Если у игрока есть красная карта, он обязан ее сыграть. Причем он сам выбирает, какую из карт красная сыграть. Может сыграть самую большую, может сыграть среднюю, может сыграть маленькую. Но самое главное правило, что он должен следовать масти. Если же у него масти нет, то он может сыграть любую карту другой масти. Любой, абсолютно. Но выиграет взятку та карта, которая является самой старшей в масти, которая была ведущей. Но только с одним условием, если на вот этих карточках не сказано иное. Потому что там есть карта, которая говорит о том, что выиграет просто старшая карта, которая была разыграна, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый игрок у себя с руки играет карту соответствующей масти. А вот у этого игрока, например, не оказалось карт красных, и поэтому он может скинуть любую. Например, он возьмет и скинет сюда принца, девяточку. Важное правило игры также заключается в том, что нельзя заходить с принца, нельзя назначать карту принца ведущей мастью до тех пор, пока не был разыгран один из принцев, то есть пока он не ушел кому-то под другую масть. Это значит, что один из принцев проник на вечеринку, и все остальные поняли, как туда попадать, и теперь тоже могут ходить. В данном случае у нас, смотрите, здесь единичка красная, семерка красная, шестерка красная, девятка синяя. Семерка красная забирает себе эту взятку. Он кладет ее себе вот сюда, не в руку. И это значит, что он в конце игры уже получит 1 очко предложения, так называемое. В игре выиграет тот, у кого по итогу 5 раундов будет меньше всего очков предложения. В частности, вы можете сыграть на 0, вы можете сыграть даже в некоторых раундах на минус, потому что некоторые карты позволяют вам получать минусовые очки за то, что вы что-то сделали. Раунд заканчивается тогда, когда игроки разыграли все свои карты. Но не забывайте, что в данном случае по правилам раунда нам нужно было бы еще в конце раунда отдать одну карточку оппоненту своему и получить, соответственно, от другого. Каждый раунд, в конце раунда, эта карта переворачивается, открывается новая, у нас новые условия на раунд и так далее, и так далее, и так далее. Еще важный момент в том, что раз за раунд
вы сможете разыграть свою специальную способность. Например, моя спящая красавица говорит о том, что я могу перед тем, как кто-то зашел с карты, сказать, типа, ребятки, дайте мне по одной карточке, пожалуйста, взять у них по одной карте, которую они мне сами дадут, положить туда же одну еще свою, и все 4 карты раздать так, как я хочу, другим игрокам и себе в том числе оставить одну. То есть, если, например, у меня нет какой-то масти, я прекрасно понимаю, что мне сейчас ходить, а если я схожу в ту масть, которая у меня есть максимально, то все игроки мне просто посбрасывают принцев. Таким образом, я могу получить себе карту масти, которая мне нужна, в которую я хотел бы сходить. И так далее, и так далее, и так далее. Вариантов разыгрывания этой способности очень много. Есть карта, которая, например, позволяет сказать так, что, ребятки, я должен был бы ходить, но хожу не я. Игрок поворачивает свою вот эту карту и говорит, типа, теперь ходишь ты. А ходить последним в играх на взятках всегда круто. Потому что вы уже посмотрите, что положили другие, и после этого, соответственно, сможете разыграть карточку. Свою по выбору. Есть способность, которая позволяет, после того, как все карты уже во взятке разыграны, заменить свою карту. Тем самым, например, отдать взятку, подпихнуть того же самого принца-лягушку и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов очень много. У этого конкретного персонажа, у Белоснежки, она сможет сказать, что, блин, моя карточка, которая 7 или меньше, считается нулем. И тем самым не взять взятку, которую он бы брал по-другому. И так далее, и так далее, и так далее. Этих возможностей достаточно много. Все эти карты имеют разные способности и устанавливают новые правила на раунд. Кроме вот этой, которая начинается в некотором царстве, в некотором государстве, у нее нет специальных правил, но в начале раунда мы отдадим друг другу по 3 карты. И тем самым сможем настроить себе колоду. И это при этой карте, по факту, это будет самый приближенный вариант, который вы получите к играм классическим на взятке в данной игре. А вот эти карты, которые последние, которые черненькие такие со временем, они обычно играются в последнем раунде. Если вы, конечно, хотите, можете положить их в другие, но это карты, которые меняют условия получения победных очков. В частности, вот это говорит о том, что каждая карта феи, которую вы возьмете себе во взятках, даст вам минус 1 очко предложения. Это круто. Некоторые карты будут говорить, вот мне, например, очень понравилась карта, которая говорит о том, что если вы не взяли ни одной взятки, вы получите 5 очков предложения. То есть, как будто вы 5 принцев набрали или принца-лягушку схватили, при том, что вы избавились от всех карт. И в том розыгрыше, когда у вас будет, соответственно, эта карта действовать, вам придется смотреть и попытаться взять хотя бы одну, но при этом не натащить лишнего. При этом желательно взять взятку без принцев. Короче, игра очень разнообразная, карт в ней разных много, способностей много, и каждая партия будет не похожа на другую за счет того, что у вас различные условия для каждого розыгрыша и различные специальные способности. В начале игры, я не сказал, вы получаете 2 себе карты и выберете ту, которая вам больше нравится, из принцесс, и с ней просидите всю игру и будете пользоваться способностью. Если хорошо научитесь ей пользоваться, то сможете использовать ее к себе во благо и обыграть ваших оппонентов. Так что, если вы хотите себе необычную игру на взятки с клевым оформлением в ней, потому что реально очень классные рисунки, очень хорошее оформление и со многими отсылками к сказкам, то принцессы-бунтарки вам подойдут. А почему принцессы-бунтарки? Потому что есть в игре еще одно дополнительное правило. Если вы собрали всех принцев, да еще и принца-лягушку в своих взятках, то вы получаете минус 10 очков предложения. Это такая прикольная возможность играть анти-мизер. Я думаю, преферансисты поймут, о чем я говорю. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.